Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это распространение учения Григория Гробового в интернет. И в данной теме я подразумеваю, прежде всего, оказание реальной помощи людям, независимо от внешних предпосылок любых, которые складываются в информационном пространстве. И здесь следует иметь в виду, что в сети интернет, естественно, в связи с удаленностью или неопределенностью источника, информация может быть совершенно любая по контексту действия. Поэтому первым статусом управления является определение наиболее нуждающихся мест в самой сети, через которые можно прийти к оказанию помощи реальным людям. То есть человек, который работает в сети, он должен сначала выявить имеющийся инструмент для управления, логически показать. Фактически речь идет о следующих пользователях интернета, где выявляется структура первичного управления такого типа, что человек четко понимает, что есть доступные совершенно для упрощенного освоения логические методы управления, то есть есть управление, например, в структуре здоровья через образование, есть управление событиями, или если есть работа в области приборостроения, какие-то научные технологии. Человек, который работает в этом случае в интернет, я считаю, должен четко определить позиции, которыми он владеет. Для этого сейчас я ввожу, например, лицензирование сайтов в интернет, где будут определены различные направления деятельности каждого участника этого процесса. И имея уже официальный уровень с точки зрения моего авторского уровня управления, какой-то перечень материалов, человек уже будет владеть неким инструментом, который он будет вправе, например, распространять с точки зрения доступа к названным системам. Поэтому первый уровень управления, где вы определяете места, где наиболее необходима помощь, так скажем, и что вы можете сделать, это есть все-таки вначале поисковый режим в общем пространстве интернета. То есть получается, что первичный уровень работы участника должен заключаться в том, чтобы человек сначала рассмотрел фактически все информационное пространство, рассмотрел те участки интернет-пространства, через которые он должен оказать и способен оказать помощь, предоставление, предположим, материала. И, естественно, в диалоговом режиме желательно всегда проследить результативность, то есть оформлять, по типу того, как у меня в лицензионных договорах есть бланки, свидетельства о результатах работы, где люди должны отправить информацию о результате. Здесь, естественно, надо иметь в виду, что в интернет-пространстве всегда возможно, например, какое-то параллельное управление, вход в сетевые системы, через хакерские каналы и так далее. Поэтому достоверность информации должна контролироваться параллельными способами. Во-первых, это желательно абоненту, который получает информацию, предоставить несколько маршрутов, которые бы определяли через некие, может быть, шлюзовые системы приход информации. То есть вы заранее договариваетесь, что отсылатель информации, он вводит систему неких кодов, которые должны быть внизу листа расписаны в виде последовательности каких-то цифр. И признак индивидуальности должен сохраняться. В случае, если этого нет, значит, следует задать вопрос, естественно, либо он забыл, либо это внешний источник. Это я делаю для того, чтобы отслеживать все-таки точность распространения учения с точки зрения все-таки технологий прямого доступа, то есть независимо от количества информации, независимо от структуры происходящего в интернет-пространстве, мы должны уметь достаточно точно передать информацию исходную. В связи с тем я и ввожу, например, сейчас уже систему канонических текстов, канонических видеоматериалов и так далее, которые должны распространяться либо по условиям лицензии целиком, либо если в части, то это должно быть оговорено изначально. То есть я должен лично туда проследить возможность, например, распространения сегмента какой-то информации, потому что, как правило, бывает необходима целостность хотя бы в рамках одного семинара. Это где-то минут 50 в среднем. И поэтому сохранить целостность, как правило, несложно. Можно только давать сопровождение, например, к файлу, но при этом сам сегмент желательно, не то что желательно, а вообще необходимо сохранять, и комментарии, которые бы указывали какие-то конкретные участки, они должны быть внешними, и пользователь должен обязательно четко распределять
ту ситуацию, что именно комментарии это есть ну, действие как бы другого автора, и он не должен путать, например, с технологией управления. Я еще объясню, с чем это в целом связано, что, например, вот в моей практике диагностики самолетов, например, совершенно четко понятно вот в свое время было, что информация это все-таки есть прямое видение реальности, да, а логический уровень это все-таки другая система управления. И получалось так, что значит, ну, изначально я ввел сразу отдельный фактор все-таки передачи информации, там клалась моя информация в сейф, но тем не менее, значит, в начале, например, в тех же авиакомпаниях при передаче информации, значит, получалось так, что люди, например, считали, что это общая информация совершенно, ну, пользовались ей как технической информацией, которая, в принципе, ну, является как бы на общем фоне достаточно в обобщенном варианте как бы не актуальной, что ли, если это небольшой такой дефект, например. Но когда уже я стал выделять информацию все-таки, потому что я давал в большей степени, в первую очередь, то, что именно может привести, предположим, там, к авиационному происшествию, то здесь получилось, что распространимость информации стала очень, в общем-то, быстро. Вот именно система отделения, авторизации по структуре разницы, где есть прямое видение событий, то есть, например, да, моя информация как структура прямого управления реальностью, или там логический контекст, или мнение других систем. Поэтому вот эта вот линейность распространения, она даст, во-первых, точность в технологиях, то есть это значит, людей просто будут быстрее получаться в управлении, и вот это вот разделение должно, я думаю, сопровождаться тоже специальной системой маркировки даже, возможно. То есть имеется в виду, что индекс автора должен быть какой-то индивидуальным, типа цифровой подписи, и файл, который, например, является внешним, он должен опознаваться, возможно, сразу в первом критерии управления. В дальнейшем, когда мы уже говорим о том, как в частности, да, например, ну, предположим, противодействовать негативным структурам управления, которые создаются в интернет-пространстве. Всем известно, что они могут создаваться путем как бы внешнего экономического вливания, просто оплачивается ряд сотрудников. Иногда их может быть очень много, которые просто работают в контур-уровне, имеется в виду сотрудники каких-то обычных организаций, которым поручается работать, например, против, да, могут быть, естественно, вливания не обязательно экономические, могут быть идеологические, предположим, неофашисты стремятся к уменьшению численности населения и так далее. И поэтому в работе, например, с интернет-технологиями необходимо, прежде всего, выявлять корень ситуации. То есть стараться всегда понять, в чем сущность происходящего действия. И учитывая, что мы, естественно, будем иметь дело, особенно в рамках, например, моей президентской программы, то, что при любом сочетании событий я президент России с 2008 года, естественно, здесь понятно, что будут в контруровне выставляться достаточно большие какие-то, ну, возможно, финансовые средства или идеологические, возможно, значит, комбинации или специальное создание как бы идеологических контруровней. Поэтому, в принципе, при выявлении, например, структуры управления, все-таки мы действуем в законодательном поле, то есть мы спасаем людей, создаем им вечное развитие, поэтому, в принципе, ориентир достаточно простой. Значит, структура, которая работает в пределах, ну, там, конституционного поля, скажем, да, защиты жизни людей и так далее, это достаточно простая и достаточно понимаемая структура всеми, которая, в общем-то, для нас имеет либо нейтральный, либо, например, какой-то, ну, положительный уровень. И когда, например, мы начинаем делать управление такого типа, что нам нужно выявить источник, вот в чем вообще источник заключается. Здесь надо, я считаю, работать на уровне доведения информации до того плана, что, естественно, если источник проплачен, да, и он работает в контрфакторе, как бы против учения, то понятно, что управление должно базироваться на том, что в какой-то момент источник приходит к тому, что он исчерпывает законодательное поле, например, да, управления. И здесь главное не допустить, я считаю, призыва, ну, как бы контрагента, да, к тому, чтобы
нарушать там закон или воздействовать на личность. И при любом сочетании событий мы, естественно, должны всегда давать в управление, я считаю, благожелательность, то есть ни при каких условиях мы не можем, например, поддерживать точку зрения, что возможно какая-либо форма воздействия на личность, значит, и так далее. То есть обязательно поддерживать структуру полной свободы личности и, естественно, право, да, высказывать как бы любую позицию, но если мы замечаем в интернет-поле, что есть призывы там, к воздействию, мы должны, конечно, в плане идеологии, мы же не можем допустить ни при каких условиях воздействия на личность, включая там физическое воздействие, естественно. Часто надо отслеживать исключение морального уровня воздействия, потому что в интернет-пространстве источники не определены, и при факторе, ну, примерно как телевидение, это, естественно, может иметь коллективное действие более как бы существенно, чем просто публикация неких книг, там, статей и так далее. И здесь необходимо вступать, конечно, в структуру управления в прогностическом варианте. То есть, зная, что в любом случае будет идти, например, негативная структура развития, или негативизм будет складываться в результате, например, борьбы, то есть некие области, которые предварительно, значит, включаются в управление, и, например, вначале они имеют какие-то технологии, которые, ну, возможно, у них получается, но если они сталкиваются с тем, что это либо это большой или длительный труд, либо это, ну, в общем-то, требует столько времени, насколько они не рассчитывали, они могут, естественно, менять позиции, возможно, значит, да, то есть мы должны понимать, что даже те, кто первично приходит в интернет-пространство, люди могут быть самые различные, не обремененные, например, там, письменными обязательствами, поэтому понятно, что текучесть или там смена точки зрения, она противоположна там как бы в большем количестве, возможно. И поэтому, в принципе, здесь ситуация такая, что мы должны очень четко, значит, как бы фактически прогнозируя значит, поведение структуры, да, управления, которое, ну, выявлено неким там IP-адресом, и не суть важно, кто за этим стоит. Возможно, стоят целые коллективы, которые прорабатывают каждую фразу. Например, там, спецсредства западных стран используют под одним именем достаточно большие интеллектуальные бригады. И как бы пишется под одним IP-адресом, под одним именем, что это как будто бы один человек. Получается, что один человек, ну, например, там, распространитель учения моего, он вступает в борьбу фактически с большим коллективом, который подкован и идеологически, естественно, и заведомо проплачен часто даже на год вперед. И у них стоит конкретная программа, конкретные планы, которые они вырабатывают прямо по словам, кстати. То есть доведение конкретного уровня слов до конкретного уровня пользователя. И поэтому, в принципе, здесь надо учитывать, что это все есть как фиксированная система в интернете. Поэтому мы имеем, я считаю, большие преимущества, в отличие от просто там телеэфира, да, где сказано, и информация исчезает. Учитывая, что у нас, значит, управленческие возможности, они, в общем-то, любые, по моему учению, в плане именно макросозидания. Здесь главное выявление или, наоборот, реструктуризация выявленной системы. Да? Она возможна, в общем-то, многими способами, понятно, но аксиоматический уровень, что где бы мы ни столкнулись с системой управления, там, контруправления, например, мы должны, естественно, в общесистемном как бы анализе привнести, опять же, распространение учения в систему. Как бы они себя ни вели, мы должны стараться выдвинуть систему на уровне, например, ну, сопоставительного действия, предположим, так же, как в авиации, когда инженера тоже давали интуитивный как бы прогноз, но он отличался тем, что интуитивная система в прогностике, она не совпадала, а вот историческая, она у меня совпадала. В этом разница, что мы можем применить технологии именно прогностические, то есть мы можем знать, насколько там, например, там, проплачено действие какого-то лица, и дальше прогнозировать либо исчезновение какого-то файла, сайта, или же, например, его развитие. Поэтому я считаю, что вообще в интернет-системе нужно вести управление больше, ну, если там так вот сопоставить с уровнем каких-то динамических систем, нужно как бы засвечивать некий маркер своего поведения и стараться ориентировать систему на себя, потому что даже при хорошей проплате в управлении, как бы в контруправлении, они все равно вынуждены пользоваться вашей группой слов. Поэтому стараться прогнозировать как бы использование этой группы слов с точки зрения как бы локального уровня, например, предложение, но
ясно, что в контексте будет вырван только кусок, вы это, соответственно, знаете и начинаете работать с данным предложением, что оно разбито там на подфразу и фразу. То есть интегральная система как бы по иерархии, которая содержит групповой смысл управления. И при этом вы значит, ориентируете внешнее управление на какую-то подструктуру, например, да, я говорю, что там завтра семинар там, по учению, да, например. Значит, я могу не определять тему учения, которая будет, как правило, и всегда у меня вообще, я создаю момент, да, управления. Значит, то получается, что здесь мы можем разделить управление там завтра, да, использовать как бы прогностику, некое будущее, контур-уровень начинает искать в пространстве, что есть завтра, какое число, предположим, да. Значит, я даю управление следующего плана, чтобы мне как бы разблокировать систему и довести, как пример вообще показываю, довести управление, в том числе по теме, я где-то даю ссылку, что я на третьем уровне, что я создаю тему момент учения, и пользователи, пользуясь основным аппаратом, который изложен, предположим, на каком-то официальном сайте, начинают приходить, в принципе, как бы на идеологию, обходя структуру контрдоводов, потому что в поисковых системах, естественно, будет как бы вводиться блокирующие системы или там деблокирующие, которые вот эти вот поисковые роботы, которые ищут сочетание слов, они, естественно, в группе компаний будут стараться изъять из управления вот эти словосочетания. И чтобы их обойти, например, там, учение Григория Гробового, в робот вставляется, это, в общем, недорого стоит, порядка там, 10 тысяч долларов, вставить на месяц там, в поисковой системе, значит, чтобы роботы из популярных сайтов выводили какие-то словосочетания. Это, в общем-то, не совсем известная такая вот структура, но, в принципе, она существует достаточно широко. И вот если мы будем считать, что вливаются крупные средства, чтобы вывести из поисковых систем вот этот, например, там, уровень фраз, там, учения Григория Гробового и так далее, в этом плане какие-то темы, мы должны, значит, соответственно, уметь обойти как бы работу этого робота, да? Значит, поэтому, в принципе, мы должны вот в темах, когда мы распространяем темы, как бы и доводим до абонентов, значит, показывать, что значит, либо на уровне доменов третьего уровня, кстати, проще работать часто, и в обозримом будущем домены третьего уровня, где-то на ближайшие 25 лет, они достаточно сложно блокируются и гасятся вот этими поисковыми роботами. Поэтому, в принципе, здесь получается, что можно открыть достаточное количество доменов со ссылками на отдельные куски фраз, и тогда робот ошибается, он попадает в структуру первичного уровня, например, учения, достаточно слово учения и весовую функцию, например, учения, и добавить какой-то там цифровой ряд, там, да, 1, 2, 3 или там, 1, 2, 5. Он начинает искать и выбрасывать туда уже с третьего уровня конкретно, что это учение там, Григория Гробового. То есть использование, как неких счетов, да, значит, структур специальных, которые бы выводили в поисковую систему основной блок управления. То, что где уже конкретно показывает, где находится информация по учению. Поэтому, значит, технологии такого типа можно просто изучать и стараться определять, значит, какие существуют как бы вообще вот эти вот поисковые роботы, так скажем, как они устроены, как правило, их работа базируется на аппаратном обеспечении в первую очередь. И поэтому система вот именно деблокировки, она такова, что нам достаточно только обойти логические схемы. Значит, с точки зрения программирования это достаточно несложно сделать, потому что любая система, которая вшита в аппарат, она всегда имеет маршрут, который возможно обойти. Поэтому, в принципе, как бы, если мы хотим, например, в западные страны передать через ряд фильтров структуру обучения или перевести на другой язык и передать, то тогда мы должны просто в информации, то есть стараться понять в управлении, лучше всего увидеть маршрут с точки зрения интегральной схемы, то есть увидеть саму схему, увидеть распространение сигнала и завязаться с программным блоком, который наиболее активно достает вот структуру учения. Тогда получается, что мы сразу определяем маршрут с точки зрения взаимодействия вещество, логика, да?
А в структуре развития управления, там, в душе человека всегда есть уровень спасения. Человек все равно в поисковом режиме ищет, что его может спасти. И при условии, там, например, той же самой, возможно, глобальной катастрофы и так далее. Поэтому получается, что мы исходим из логического фактора. Глобальная катастрофа возможна, потому что это вероятностная величина. То есть, да, есть такое количество оружия, вероятностная величина, что это может сработать. В поисковом режиме, если есть вероятность, то мы не можем на нее не реагировать. То есть, есть обычное понятие здравого смысла, мы работаем именно, просто пользуясь вот этим, так скажем, уровнем управления, мы, естественно, смотрим в коллективном сознании, кто это воспринимает на логике. Дальше мы смотрим, кто воспринимает на уровне событий. На уровне событий в душе все вообще воспринимают. То есть душа, она как поисковая, что ли, как система, которая индивидуально борется, да, со структурой, может быть, негативного какого-то управления, она все равно практически лично решает задачи. Вот здесь вот душа и человек совпадают. Вот, кстати, в интернет-пространстве действие душа и человек, в общем понимании, очень совпадают. Поэтому здесь бывают такие ситуации, что если вот в целом, человек там вышел куда-то на поле, или он там на природе, то у него есть в личностном плане восприятие на сегмент сознания, на сегмент, предположим, там, внешнего пространства, его душа и личность – это все-таки понятия, которые рассматриваются так, что личность – это действие обязательно позитивно, в личность заложено позитивное действие, а душа – то, что макропозитивно, то, что связано с Богом. И получается, что она связана с Богом, когда мы работаем в интернет-пространстве, мы как бы блокируем очень много логической фазы управления внешнего вот этого вот ресурса, да, причем ресурс в оптике, он часто очень индивидуален, и за счет этого душа человека в управлении в интернет-пространстве, она фактически путем выявления отдельных акцепторов управления часто втягивается в какой-то один уровень, некого маршрута, скажем, потому что ведь мир устроен подобно, естественно, что любая среда, включая интернет-среда, устроена подобно тому, как действует душа человека. Не потому, что это сделано специально даже, а потому что любой элемент реальности так устроен. Например, там молекула устроена так, что, зная действие души, можно регулировать молекулу и так далее. И когда вы начинаете втягиваться в процесс управления, старайтесь рассматривать действия души, смотрите, как вообще делает Бог в структуре сложных событий. Или событий логического плана. Например, с точки зрения Бога, Он создал человека, тогда получается, где вообще логика Бога дальше? Что есть дальше логика Бога? Дальше есть то, что Бог дает следующее развитие в том же ресурсе. То есть человек создал систему, и дальше Он дает ему еще более сложную систему. Он фактически ее создает, получается, сам, но макросозидание должно быть наиболее актуальным, чтобы знать Бога там, скажем, да, в действии в сети интернет, надо видеть именно макросозидательный уровень в сетевых конструкциях. И получается, это видеть, кстати, очень просто в плане опознания. Шлюзовая система как бы открывается, то есть доступ от вас к системе упрощен. Например, перед вами много там сайтов, да, понять, какой из них есть путь, указанный Богом. Здесь получается, это, во-первых, быстрая раскрываемость файла, да, предоставление наиболее оптимальной информации в короткое время. И, соответственно, меньшая, система напряжения и меньшая нагрузка на структуру действия души. То есть, несколько параметров, которые определяют структуру, направленную на макроспасение. Ведь если мы, берем там качан капусты и хотим определить, какой лист самый, там, например, да, вкусный или самый лучший, мы должны из визуального наблюдения сделать, получается, вывод. Вот примерно та же самая задача. Какие листы нам следует обойти, получается, что здесь ситуация как раз-таки дело вкуса, получается, да, вот насколько это вам целесообразно, то есть ваш вкус, да, имеется в виду. Не вкус самой капусты, а ваш вкус. И получается, что когда вы начинаете делать управление, здесь важно сделать следующий уровень. Есть маркерные системы, которые говорят о том, что первичный уровень, негативная некая информация, если он авторизован, он в больших объемах, как правило, характеризует следующее действие. То есть как выстроить прогнозную систему поведения рецептора, да, некого. Получается, что
этот я называю рецептором, потому что действует как диалоговая система, постоянно делает забор информации о вашем уровне, да? Потому что вы же проявлены в интернете. И поэтому мы смотрим, вот некий абонент, он работает в плане именно рецептора, некой внешней среды. Дальше мы должны отследить либо рецептор разовый, это индивидуальный абонент, либо это система и так далее. Так вот, когда мы работаем в этой системе, необходимо выявить все-таки в плане прогнозного действия, каким образом от одной там маркировки в действии, ну, некий негативный уровень, или наоборот позитивный, да, или очень позитивный, что тоже бывает достаточно странно при большом количестве работы. Значит, если какие-то вещи, конечно, позитивные, а не положительные, то есть есть практика, есть управление, есть результат, все. Если это сопровождается дополнительным уровнем ну, некого такого позитивизма, не структурированно, надо проверить канал с точки зрения соответствия. Возможно, осуществляется просто заказ с точки зрения первичного как бы, входа в систему на уровне доверия, а потом уже делается просто-навсего контрдействие. Поэтому, как правило, критерием отслеживания и входа в систему до уровня именно выяснения обстоятельств является диалог с точки зрения результатов системы. Например, человек или система, или просто ну, некий объект информации под неким именем, да, говорит, что он занимается распространением учения, тогда он должен предоставить, во-первых, результаты. Как только получаются результаты, это поиск соответствия уже существующих систем, подведение, ну, здесь лучше развить, конечно, управляющие сновидения, но я говорю о том, что можно сделать на логике. Рассмотреть как бы именно спектральный уровень, что ли, по разделам, если такие результаты, в принципе, вообще в канонических материалах существуют ли. Значит, если они как бы входят в систему, то дальше стоит только сделать анализ, соответствует ли это действительно, не придуманная ли эта история, во-первых. Значит, а во-вторых, если она не придуманная, ну, как правило, тогда отправлять, например, к фонду, где можно выслать оригинал, там нотариально заверен в результате. Или же, в общем-то, опознав, что система действительно существует путем ну, как бы прогнозной диагностики, стараться работать, например, дальше. Есть еще другой фактор управления, что заведомо как бы вымышленный результат, который не соответствует установленным областям, потому что мы все-таки говорим о конкретных областях управления, которые выявлены, ну, там, в моей личной практике, это, например, там, диагностика техник управления по оздоровлению, например, там, воскрешению и так далее. И если существует какая-то третья мотивация, например, движение планеты на какой-нибудь там, стороне галактики, в принципе, ну, во-первых, это ничего не дает, сейчас, по крайней мере. Значит, если это дает, мы должны сделать анализ и сказать, а что будет от того, что мы что, гравитационное поле можем свое изменить или что? В чем преимущество, как можем это проверить вообще? То есть стараться сразу отсекать уровень, который, например, ну, может, например, как-то влиять вообще на направление развития, потому что все-таки это интернет-технологии, где очень много пользователей, и если развивать тему, ну, я так сказал, предположим, что мы какой-то планетой занимаемся, в этот момент мы можем спасти там миллионы вообще людей, если мы правильно доставим информацию обычного типа, что за счет там каких-то методов управления конкретных можно или вылечиться, или, например, сделать так, чтобы там землетрясение не развилось до какой-то амплитуды и так далее. И получается, что вот здесь в структуре спасателя, конечно, выявление должно быть именно целевого уровня, основано прежде всего на фактологических результатах сначала. Если фактологический результат пройдет апробацию и будет зарегистрирован как тема, ну, предположим, там кто-то двигает, ну, земную кору, например, да, может ее колебать как-то там в лучшую сторону, чтобы она не приводила к землетрясениям. Пожалуйста, если мы регистрируем в плане действий, действительно есть на оптике такие технологии, которые позволяют гасить волну от землетрясения. Значит, но, возможно, существуют не оптические технологии. То есть мы все равно должны рассматривать, что существует вообще в поле информации. С точки зрения учения мы же всегда можем контактировать со всеми там технологиями, которые, в общем-то, полезны. Другой вопрос, что я считаю проще пользоваться, значит, даже в широком, что ли, поисковом уровне управления только технологиями моего учения, где вот я точно знаю, я сам имею этот опыт, тысячи свидетельств, которые ученики получили за счет освоения технологий. И здесь получается либо есть линейное осваивание технологий, либо тогда уже синтез технологий. Но вот в синтез технологиях нужно
очень четкую систему апробации, может быть, сопоставимую, где есть результаты, где они оформлены и так далее, и так далее. Как правило, вообще говоря, вот с точки зрения вообще норм, что ли, такого международного даже плана, самый лучший вариант, когда есть свидетельство одного человека, в общем-то, даже не организации, а одного, где есть, ну, там, все-таки, по крайней мере, как-то подпись удостоверена лучше, либо каким-то свидетелем, либо нотариально, или какой-то даже организацией. Вот организация все-таки это конструкция, в общем-то, как правило, соответствующая социальным каким-то процессам, и она может быть по-разному ориентирована и так далее. Поэтому, как правило, лучше смотреть в первую очередь на свидетельства людей. Дальше уже организации, которые имеют какой-то фактор объективизации, то есть они где-то зарегистрированы, например, в Министерстве юстиции, предположим, или в регистрирующих каких-то органах, а дальше уже все остальное. Да? Поэтому получается, что в работе с интернет-технологиями уже в позитивном, что ли, аспекте, выявляя структуру практики, здесь нужно пользоваться определенной амплитудой, что ли, вот, в управлении, с точки зрения волны управления, что есть определенный ракурс или рамка управления. И, кстати, вот в лицензиях на распространение моего учения в сети интернет я здесь буду показывать, вообще в текст будет входить структура работы. Вот сейчас уже практически готов этот лицензионный пакет. Там, значит, нормируется система взаимодействия и система развития с точки зрения возможного развития, ну, в сторону, предположим, изменения там структуры материала. В конце концов, существуют там какие-то варианты внешнего типа хакерского управления, ввод других текстов и так далее. И поэтому получается, что, включая там защиту материалов, в лицензионном пакете будет как раз-таки заложена структура управленца, что он должен делать, рекомендации, кстати, какими методами вот пользоваться для управления в интернет-пространстве, они будут как специальные рекомендации, потому что есть методы более ориентированные, есть, например, методы в общем плане управления. Хотя вот это вот интернет-поле, там, скажем, сетевое поле, в принципе, как общая область управления, она, конечно, не отличается от всего другого, скажем, да, на уровне информации. Другой вопрос, что там могут быть более быстрые процессы, более связанные с системой коллективного сознания. И получается, что если вы управляете системой внутри своей системы восприятия, это один уровень. И ваши личные события. Управление в интернет-пространстве, это на социальном уровне могут быть объявлены или пролонгированы, или расширенные события. И здесь вот еще существует, конечно, такой элемент, что в общем-то, в случае, как вообще можно, ну, логически, что ли, если так модельную какую-то задачу решить, как вообще можно там приостановить скорость развития какой-то позитивной системы, если, например, предположим, есть, ну, задача, да? Для этого, как правило, берется, естественно, какая-то внешняя система, которая, ну, вообще не входит в структуру, что ли, системы как таковой. Потому что система считается, что она существует автономно, и это внешнее событие актуализируется, и система начинает как бы болтать, потому что точки устойчивости внутри системы как бы не предусмотрены. И тогда получается, что начинается вот эта вот система, что ли, дестабилизации за счет некого там контрагента. И, ну, предположим, даже вот эта вот структура там о том, что там, которая существует в прессе, что якобы кто-то из учеников там за воскрешение, значит, брал именно деньги, хотя у меня есть решение по фонду, и в каждом договоре добровольца, что безвозмездно, более того, в лицензионном договоре вписано конкретно, что по теме воскрешения безвозмездно, потому что нет постоянных роялти, это значит, и прям фразы написаны. То есть получается, с точки зрения системы все, значит, существует в плане того, что, естественно, безвозмездно, кому, ну, как бы может прийти в голову именно за воскрешение, предложим, брать конкретные там суммы. Другой вопрос, что там, видимо, при проведении каких-то универсальных семинаров, смотря с чем они связаны, естественно, ученики, видимо, там какие-то расходы могут погашать, но сколько вот мы делали личных опросов, никто так из тех учеников, которые вообще ко мне приходил, и даже они не считались учениками, они, по крайней мере, я вижу, что они говорят правду, именно за воскрешение, вот конкретно, они денег не брали. Но, тем не менее, это как бы фишка, да, используется
при условии там какого-то морального еще давления на фоне, например, там еще использовать такую тему, которую вообще что нельзя было использовать, как там дети Беслана, и при этом, значит, использовать как бы внешний контрагент для управления сформированной системой, которая сама по себе блокирует выход. То есть она уже содержит отсутствие этого мотива действия, вообще такого действия. Тем не менее, этот отсутствующий мотив выводится как внешнее управление. Достаточно, в общем-то, правильно, да, логически. То есть мы говорим, что этого делать нельзя, они говорят, да, вот так как, хотя этого делать нельзя, но они как бы не читают наши материалы и используют это же самое как контрвектор. То есть максимально выявленный наш вектор, они используют как контрвектор, это достаточно правильная позиция контрдавления. Потому что если бы мы нигде не писали, что, предположим, нельзя брать средств там, и так далее, то получается, что менее подвижна была бы система, и им пришлось бы придумывать что-то другое. Значит, поэтому сейчас как бы получается, что, ну, как бы, ну, в общем-то, с точки зрения системности задачи контрдавления это делается правильно, да, с их стороны. Значит, поэтому мы говорим о том, что для того, чтобы, значит, ну, зная там, да, ну, я имею в виду правильно, конечно, по большому смыслу, так как они препятствуют спасению, это, естественно, неправильно, но с точки зрения именно равности всех систем, вот есть сила там деструкции, есть сила созидания. Мы считаем, что они равны, имеют равное право. Они должны были избрать наиболее оптимальную систему противодействия. Да? И, в принципе, можно сказать, что они избрали достаточно конкретно, ну, то есть контрвектор, который у нас прописан как запретная система. Но как бы в структуре, ну, почему, например, да, всегда победит добро, понятно, значит, потому что все равно существует заведомо заложенная ошибка как бы в действии как бы внешней системы, потому что раз у нас в лицензионных договорах прописано, что нельзя брать суммы, да, по теме воскрешения, то есть нельзя вообще возмездно оказывать услуги, как бы, или действия, так скажем, такие, то получается, что в праве лицензиата теперь все. В случае такой информации, там, например, там, в судебном порядке подавать иски на тех, кто предлагает сумму. То есть мы таким образом уже заблокировали возможное, предположим, ну, развитие, что ли, этой ситуации. Да? То есть все равно внутри системы есть некий стержень, который сам себя воспроизводит. Да? И получается, что исходя из, ну, как бы системного уровня решения задачи в идеологическом плане, естественно, что прежде всего лучше выставлять идеологию в действии, ну, предположим, там, простой вопрос в сети интернет. Вот там последователи учения, например, там, Григория Гробового берут деньги за воскрешение. Простой вопрос, да? Значит, во-первых, так делать нельзя, потому что воскреснуть должны все, есть понятие всеобщего воскрешения, которое все равно осуществится. А у кого нет денег, как тогда они должны быть воскрешены? Простой ответ, да? И стараться пользоваться больше идеологией, чем даже часто какими-то формальными системами для контрдоводов, вот именно в системе форумов. И более того, вот, кстати, в системе управления по доступу надо определять, какие системы вообще открыты, какие закрыты. Если, например, вы работаете в управлении, сначала надо определить, какие сайты вообще официальные, ну, носят статус СМИ, например, да, ну, зарегистрированы, например, там, в Министерстве печати. Посмотреть, какой орган является регистрирующим в разных странах, и постараться сначала работать со структурами официальными. Если они блокируют ваш вход, тогда надо работать с системами третьими или в те системы, где они проявлены. Например, там, ну, скажем так, некая газета, которая не допускает на форум и практически все время сливает отрицательную информацию, да, или какая-то официальная структура, которая имеет цензуру при входе на форум, надо отслеживать просто, с кем вообще они контактят, эти системы. Какие наиболее близкие издания, какие наиболее близкие темы, и стараться входить туда в форумы в эти темы, как бы опосредованно доставать. Потому что прикрыть все форумы это практически невозможно. Да? Контролировать любую другую систему гораздо сложнее. И, кстати говоря, вот у меня, в общем-то, в фонде, вот, например, действие, например, там, газеты, да, вариант управления прогноз построен на том, что это все-таки независимая газета, она может определять свою позицию, хотя это газета фонда, тем не менее, значит, там, как вот в свое время определялась позиция свободы воли, там, скажем, прессы, да, у меня все-таки
газета достаточно в этом плане свободно предпринимает действия. То есть поэтому надо учитывать, что вот этот уровень, который я обозначил, если есть некая корпорация, которая контролирует все источники, значит мы смотрим, что находится вне корпорации. Как правило, это несложно определить. В интернете они практически всегда выставляют контур, то есть как бы краевые, там, скажем, начальные, граничные условия своих действий, и мы четко можем определить, что относится к данной, к той или иной корпорации, и какой сайт к ним, вообще говоря, относится. Как правило, это можно установить практически во многих случаях до 100%. Поэтому, причем в обычном поисковом режиме. Если мы хотим сделать индукцию системы на развитие каких-то следующих технологий, например, там, в прогнозном будет, что будет с системой, как с ней взаимодействовать, да? Можно выставлять, так скажем, тестово-маркерные фразы, которые должны втягиваться в структуру форумов и прослеживать индикацию на соответствие. Соответствует ли данный форум первичной идеологической системе корпорации, или там появились наши сторонники, и они начинают деблокировать саму систему. Потому что получается, что мы в любом случае имеем практически в любой стране законодательное поле обычное. То есть мы всего лишь навсего делаем так, чтобы люди были здоровы, там, жили вечно и не было катастроф. Да? Любая законодательная система обеспечивает этот уровень действий. Поэтому как только мы начинаем работать в этом поле и идет сопротивление, например, методологической основе, да, учения, тогда получается, что достаточно выставить по нормам международного права 3 результата. Например, мы приводим 3 протокола, получивших результаты, их уже вообще тысячи, от применения каких-то методов, и говорим, вот раз эти методы были получены, например, там, в результате технологии образования, то есть, например, там, в плане получены именно для спасения, потом они были использованы, и полученный результат, мы имеем право считать, что эти методы могут быть распространимы. Если идет противодействие, люди четко же понимают, что они действуют, во-первых, против известного результата. И почему, кстати, я, независимо от того, что происходит там, в интернете и так далее, все-таки достаточно спокойно распространяю учение, именно продолжаю просто распространять системно. Как бы иногда даже есть такие мнения, что нет какой-то такой сразу подвижной, что ли, быстрой реакции, потому что, в общем-то, нам особенно, вообще говоря, беспокоиться в любом случае не о чем. Мы можем спокойно распространять с точки зрения того, что, как я сказал, в законодательном поле любой страны у нас есть ниша свободная. Значит, во-вторых, самое вот здесь вот основное в плане действия и правомощности, у нас есть результаты, которые сами по себе являются вообще результатом защиты общества просто. И противодействие результатам, естественно, очень четко определяет позицию другого лица, как, предложим, там, вот эта вот комиссия по лженауке, они почему-то, Кругляков, тот же самый, да, Эдуард, посчитал, что нужно было мне ездить в Семипалатинск для чего-то, он сам же это и придумал. Хотя, чтобы делать управление, любой математик понимает, достаточно модели самой, достаточно результатов экспериментов по трещинам, например, которые предоставлялись, и все. И этого достаточно, чтобы сделать математическую модель. И, кроме того, математическая модель такова, что может проверить любой математик, имеющий высшее образование. То есть достаточно было одного математика прислать и сделать экспертизу, все бы подтвердили, что система работает, но никого не прислали. Они просто на все выполняют, сразу заведомо заказное действие внешней стороны, говорят, что ловят на фактах, причем даже которые придумывают сами. Да? Или там некая позиция, человек звонит в ВАК и спрашивает, есть ли докторство. Во-первых, когда решался вопрос, какую докторскую защищать, мне предлагали либо ВАКовскую, либо в МАКовскую, это в Новосибирск, когда я был, то сразу сказали, что ВАКовская, высший аттестационный комитет, это больше локальная система, это постсоветская система, и практически мало возможностей, например, вести лекции за рубежом, надо подтверждать. А еще высшая межакадемическая эта аттестационная комиссия в МАК, где есть уже были договора с университетами Западной Европы, и при защите в МАК, при этом в МАК зарегистрировано в Минюсте, так же, как в ВАК. Для нас вообще является
системой управления, я считаю, все-таки законодательное поле в том числе, и регистрирующий орган не инвестор, регистрирует две организации как равные, я имею право выбора. Да? Естественно, мне для распространения учения лучше было бы в МАК получить высший межакадемический вот этот отечественный комитет. И поэтому я провел докторскую через ВМАК. Тем не менее, например, при этом это обычная защита, это теория, реализованная, вот прикладная структура, создающая область информации, расширена там в журнале «Микроэлектроника» была опубликована теория, практика, система опубликованная именно тестовые, то есть работающие системы в виде лабораторной установки, они сделаны, есть заключение известных достаточно ученых, они действительно работают. То есть все совпало на уровне первичной теории, реализации и прибора. Это вообще как бы универсальный механизм, который можно защитить в принципе в любом там, институте профильном, на уровне ВАК, да, например. Значит, но тогда получается, я должен был больше работать в рамках только региональных систем. Поэтому, когда в МАКовское получил, сразу же, кстати, были приглашения, я отправил часть лекций в зарубежный университет. И более того, если говорить о том, что является критерием там, докторского, во-первых, у меня все-таки докторское технических, это Европейского университета, потом Бельгийского там, университета и так далее. То есть не только там российский имеется в виду все-таки ВАК, я должен говорить об этом, что существует некий ВАК, почему я должен думать только о том, что вот это вот мнение должно быть каким-то определяющим, хотя я всегда стремлюсь к скорости. Да? Поэтому здесь как бы на уровне вот контрдоводов, да, естественно, можно привести контрдоводы о том, что значит, существует всегда управление. Почему это я говорю подробно, будет там все равно в интернете какие-то перебрасываться вот эти вот вопросы-ответы, это как бы некий ответ больше в системности действий. Мы должны показывать, что в любом плане, пусть даже новая система, но мы должны выбирать, вот как я считаю правильно сделал, что именно в МАК я выбрал, что пусть она новая, зато она позволяет работать, у них уже были договора с западноевропейскими университетами, час лекций разошел сразу же. Ну там, правда, лекции в области математики. И получается, что исходя из структуры управления, вот, нам надо в контрдоводах, опять же, всегда прослеживать, почему мы так делаем. Да? А та же там какая-то итальянская академия. Во-первых, действительно есть, и я знаю людей, которые имеют эту же академическую степень. Итальянская академия, по-моему, экономики, что-то такое, социальных систем, но она как бы, я думаю, скорее всего, это академия по типу того, что у нас есть РАН, а есть РАЕН. Скорее всего, речь идет о том, что та академия примерно такого уровня, больше в структуре именно социального управления, нежели итальянская академия наук. Тем не менее, тот же Круликов все время отсылает сведения к итальянской, то есть они работают просто на смене понятий. Да? Хотя любой человек может прийти на сайт и увидеть, какая конкретная академия и так далее. Там, или там другие какие-то, он там уже сейчас начинает придумывать ситуации. Получается, что как бы, или те же самые ситуации по авиатехнике, вот опять вновь публикация, что кто-то там что-то кому-то шепнул, хотя это была очень такая сильная комиссия, подписывались должностные лица, они все сейчас есть, они никуда не исчезли. Значит, и получается, что, естественно, мы можем контрдовод сделать, как бы, ну, здесь, кстати, я считаю, вот Круликов в публикации этой достаточно сильно, на мой взгляд, ну, такую вот достаточно сильную оплошность допустил. В том плане, что авиационные протоколы, он посчитал, что где-то там было шушуканье, а там достаточно строгая комиссия из должностных лиц. И здесь он, конечно, четко определил свою позицию, что он может сказать все, что угодно в отношении любого объекта управления, да? Любой информации. И поэтому как бы нам следует дальше рассчитывать, что значит, дальше, ну, по крайней мере, может быть больше, там, в принципе, можно сделать любое заявление в отношении любого факта. Но как бы желательно, конечно, нам по возможности выставлять как бы истинную, там, реальную информацию, которая соответствует управлению, да, например. Или тот же самый там вот этот случай все время муссируется с Назарбаевым, Русланом Бишевичем насчет подписи. Если бы я лично бы не видел, что он при мне подписал, я бы еще мог подумать, что помощник его, там, предположим, теоретически где-то бы, ну, эту подпись достал, да. Но это он, дело в том, что он действительно при мне лично подписал, поэтому проблем нет. Я как бы к этому смотрю, ну, смотрю на это как на такую некую, что ли, очередную систему, что они пытаются как бы навязать отчетность нижестоящим структурам, предположим, там, посольству или перед кем-то
мы или там он или я должны отчитываться в структуре действия, да, что, естественно, неправильно. То есть есть уровень, который подписывается на определенном плане, и этот уровень может реализовываться, поэтому, в принципе, получается, что здесь мы имеем в виду, что система управления такая, что ни в коем случае нельзя некие фазы стараться там объяснять, там, пояснять или их там дополнительно принижать, что ли, уровень какой-то. Поэтому до определенного уровня мы держим управление, как бы стараясь сосредоточить всех оппонентов в одном кругу. Тоже одна такая система управления существует, что нам нужно стараться выявить, кто существует в поле управления. Да? Проще работать со всеми сразу, чем там, с каждым в отдельности. То есть поэтому в любом случае, право, на нашей стороне, мы работаем спокойно, мы должны выявить, может быть, даже часто именно консолидированную систему, что они делают и как они консолидируются, по каким законам. А дальше уже работать системно, ну, стараться, я думаю, в диалоговом режиме стараться все-таки систему переводить в структуру управления по линии учения, потому что если они выступили, есть такой как бы термин, да, он больше философский, что если появилась контрсистема, то значит, по крайней мере, пусть негативный, да, интерес, но, по крайней мере, кто-то обнаружил в информации существование, там, информации о моем учении, есть смысл передать по возможности больше информации, чтобы их перевести, по крайней мере, на нейтральный уровень, либо блокировать корректными вопросами, там, ответами, либо постараться и в будущем перевести на структуру управления, то есть на распространение учения. Возможно, использование вот этих вот как бы отрицательных систем, там, наоборот, для системы как бы такого плана. Вот есть категория как бы людей или там есть определенные ниши, которые рассматриваются определенным кругом пользователей. И вот эти вот системы, которые часто печатаются, вот есть же понятие некой там желтой прессы и так далее. Есть категории, которые читают только эту систему, например, в основном, да, значит, потому что или им некогда просто на все, или их там привлекают как некие там сюжеты, какие-то вот истории, там, и вот они читают определенный круг или там пользуются определенным уровнем управления в интернете. И если там возникает даже негативная волна, все равно надо уметь ее использовать в свою сторону, то есть стараться использовать структуры пояснения, объяснения, по возможности постоянного регламентирования, на мой взгляд, на уровне обычных, собственно говоря, как бы, что ли, здравомыслящих норм, что вот есть результаты, от них же все равно никуда не деться, их тысячи, там, желательно их публиковать и к ним отсылать, что, хорошо, если кому-то что-то не нравится, но результаты были, значит, это вопрос все-таки изучаемости системы, либо он долго изучает, либо он мало изучает, и получается, что вот этот именно логический довод надо стараться в основном реализовать. То есть ни в коем случае, на мой взгляд, не следует переходить на систему там, конфронтации, именно там жесткого типа, что ли, потому что здесь получается, что мы таким образом просто систему отрезаем, и получается, что мы в будущем будем иметь более долгий доступ к этой системе. То есть поэтому, в принципе, все-таки диалоговую систему вести надо, на мой взгляд. Конечно, если вы очень торопитесь и есть действия просто такого типа, что, значит, вы, например, считаете, что не надо вступать в диалог, а лучше развивать там систему, например, там, параллельных сайтов, да, больше позитивная система, значит, надо делать это. Но в любом случае, на мой взгляд, в перспективе все равно нужно давать ответ на любой негативный уровень управления в плане того, что ведь для нас, в принципе, как бы негативного уровня как такового, что ли, сложного, в плане сложности вообще реально нет. Есть система управления, через нее можно все равно вывести управление до нормы. Вот я, например, не встречался в практике, что существует некий там совершенно проблемный уровень, который может сказать, что он там крайне какой-то негативный. То есть любая информация – это просто информация. И поэтому с ней можно работать, ее можно преобразовывать, поэтому изначально, я считаю, надо всегда совершенно спокойно относиться там, к любому контрзаявлению, к любому контрдействию, но желательно не доводить до уровня каких-то, предположим, реальных, что ли, действий в отношении там, вас, в отношении сторонних учения. То есть мы должны очень четким, там, скажем так, маркером, да, прослеживать практически ту ситуацию, что
при любых событиях распространение учения идет с нарастающим темпом. Вот это должен быть маркер совершенно четко. И поэтому, та же вот серия публикаций там в газете «Известиях» вызвала очень сильный приток в партию вдруг. То есть, если раньше это были, какие-то десятки, сотни даже заявлений сначала, пока еще не знали, десятки, потом узнали все-таки сотни. Как только пошли публикации, стали вообще тысячами приходить эти заявления о членстве в партии. То есть здесь потому что получается, что все-таки партия это борьба, и ясно, что если есть негативный уровень управления, значит надо бороться, эта логика срабатывает так, что больше членов в партии. И что, кстати, очень помогло, все-таки я партию называл партия добровольцев, распространяющих учение Григория Гробового, так как было, речь идет о тысячах договоров добровольцев по распространению учения Григория Гробового, то это просто был переход, такой естественно, тех, кто хочет. Получается, вот это вот движение именно добровольцев, которые, в принципе, локально делали на АЭС, сейчас много и делают работы. То есть у меня добровольцы, которые работают на объектах, требующих конкретного управления, часто работают просто как добровольцы по конкретным моим схемам, задачам и так далее. То есть это добровольное движение переросло, собственно говоря, в партийно-политическое в определенном аспекте. Это, конечно, было ни в коем случае не обязательно. Я сделал открытое заявление, что все равны, партийный деятель человек или не партийный. Тем не менее, почва, вот это добровольное движение очень подготовило бурное развитие, я считаю, партийной деятельности, потому что практически в первый съезд было открыто 200 региональных отделений партии по всем субъектам федерации. И получается, что если бы, естественно, мы бы не проводилось бы добровольного движения по договорам добровольцев, столько бы отделений было бы, я считаю, нереально так открыть за счет первого съезда. И поэтому вот здесь вот надо учитывать, что какие-то элементы перерастают и заносят одно в другое. То есть мы переходим просто в каждом следующем случае к более эффективной системе управления. И в данном случае, например, партийно-политическая, она, я считаю, более эффективна по современным условиям, потому что, здесь уже интегрированные идут задачи и добровольного движения, и движения граждан государства Григория, которые тоже работают сейчас в основном по разным странам, именно под структурой государства Григория. Поэтому я думаю, что здесь нам надо на будущее рассматривать уровень, что если мы двигаемся, например, именно по распространению учения с точки зрения логической фазы, то просто-навсего в каждом следующем случае нужно переходить на уровень следующего управления. Сейчас, например, многие ученики думают о том, какие социальные должности уже занимают, уровень губернаторов и так далее. И здесь нужно стараться, конечно, синхронно двигаться как уровень просто информации, которую нужно реализовывать. Не потому, что кому-то хочется быть губернатором или не хочется, просто это надо делать. И я предлагаю в системе управления аккумулировать структуру знаний так, что мы должны выявлять все-таки логическую информационную фазу и на нее реагировать, включая реакцию в интернет-пространстве. Поэтому какие-то, я считаю, дополнительные вопросы, я всегда на них отвечу. Может быть, сейчас уже лучше это делать системно, то есть стараться работать по тем программам, которые сейчас уже будут в сайтах выставляться. Есть данные, что сейчас уже практически реализованы многие из направлений, включая сайт партии «Друг», они будут выставлены уже как системное управление, и тогда будет, в общем-то, проще работать через организационную среду. На этом я, пожалуй, закончу сегодняшний семинар.